Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня я занялась утилизацией брюк. Срезаю все боковые и все вообще швы. И вот такие детальки у меня получились. И надеюсь, что из этого у меня выйдет очень удобная для моей любимой кошечки лежанка. Топ. Начинаем с построения выкройки. Для выкройки я взяла кусок флизелина, отрез 90 на 90 сантиметров. Он достаточно такой тоненький. Для выкройки достаточно здесь. Сложила его пополам, еще раз пополам. Вот видите, у меня там даже заплатка такая, немножко не хватило флизелина. Вот. И, как видите, хорошо это проутюжила ручками, как бы прогладила. Вот с этой стороны у нас 4 открытых угла, а здесь у нас сгиб. Так, сгибаем еще раз пополам. Получился такой треугольник. И сейчас с помощью линейки мы построим по точкам окружность. Это очень просто. Просто от центра все время отмеряем одно и то же расстояние. В нашем случае 45 сантиметров. И ставим точки. Чем чаще мы их поставим, тем проще будет построить окружность. Вот так вот. Это все несложно. Проводим по точкам линию и получаем окружность. Я думаю, что этим приемом пользуются многие. Не всегда циркуль под рукой, тем более такой радиус большой. Вырезаем. Так, сворачиваю еще раз. Аккуратно проглаживаю рукой прямо так все эти сгибы. И сейчас эти сгибы подниму, обозначу карандашом или ручкой. В принципе, даже можно ручкой обычной, потому что это все будет запаковано внутри изделия. Каждый сгиб задача обозначить вот так вот ручкой. Ну и пока я это делаю, я приглашаю вас, если вы впервые на моем канале, подписаться на мой канал, участвовать в комментариях, потому что всегда важно ваше мнение. И это очень мотивирует и помогает в дальнейшей работе. А проектов много впереди. Вот видите, Сима уже пришла проверять, как тут идут работы над ее лежанкой. Ну, как видите, я продолжаю поднимать все линии ручкой. В последующем они нам понадобятся, эти линии. С этой стороны точно так же все линии поднимаю ручкой, обозначаю. Вот. И не забыть еще про те линии, которые сейчас у нас за подсгибом не видны. Вот так вот разгибаю. И вот еще у нас 2 линии остались, которые не обозначены. Их тоже ручкой или карандашом. Сима никуда не уходит у нас, контролирует. Так, выкройка в целом у нас готова. Вот такой получился круг с радиусом 45 сантиметров, большой круг. Теперь мы на нем определим размер донышка. Донышко будет круглое с радиусом 25 сантиметров. Вот здесь принцип точно такой же построения, то есть по точкам, точки ставим, отмеряя по 25 сантиметров от центра, соединяем. И вот у нас получится центральный круг, и по бокам такие сегменты. 16 сегментов по краям. И с этой стороны точно так же. Так, вот наша выкройка уже по сути готова. Даже не выкройка, это основа. Чтобы построить выкройку сегмента, я беру, калька у меня закончилась, беру вот такой вот пергамент для выпечки. Я думаю, что у каждой хозяйки он есть под рукой. Бумага полупрозрачная и удобная в такой домашней работе, вот рукодельной. И обвожу все. Этот сегмент один обвожу. Тоже чем удобно, ручкой, маркером, значения не имеет. Таких сегментов нужно будет выкроить 16 для верхней детали, 16 для нижней детали. Вырезаю. Вот, все получилось верно. Пока мы донышко наше убираем. Ну, так как с такой калькированной деталью неудобно работать, я перенесу ее размеры на обычный лист А4 формата бумаги и вырежу из него, потому что вырезать надо будет многократно, а с калькой неудобно работать. Ну, здесь тоже все достаточно просто. Обводим. Можно здесь сделать прибавку 1 сантиметр на шов, но я буду ее делать уже там по ткани по ходу. Вот такая деталь у нас получилась. И нужно вырезать 16 деталей. Вырезаем, добавляя по припуске по 1 сантиметру. Вот видите, со всех 4 сторон по 1 сантиметру. Сима контролирует. Но, к сожалению, не все детали у меня получились цельными. Брюки не хватило брюк.
Но тем не менее мы будем делать сточные детали. То есть я вот две детали прикладываю друг к другу, стачиваю. И да, вот здесь вот я примеряю, что все получается, все входит. Так вот, стачала, лишнее я обрезаю. Ткань плотная, по сути дела джинсовая ткань, и шов стоит на ребро. Чтобы не ходить всякий раз на утюг, я вот так его немножко разглажу руками и сверху прокладываю отделочную строчку. Я все время этим приемом пользуюсь с джинсовой работе. Вот видите, шов получился плоский, ткань достаточно такая послушная, и нам не нужен утюг на этом этапе. Все, замечательно, деталь у нас входит. Так вот я докроила оставшиеся детали. Всего у меня их 16. Эту обрезь мы еще используем. Пока уберем в сторонку. Так, я скроила детали вот для края. Сейчас займемся центром. Так, для того, чтобы нам сделать центральную деталь, я взяла кусок флизелина, клеевая сторона, вот видите, здесь присутствует 52 на 52 сантиметра квадрат. Складываю его пополам, еще раз пополам. Сейчас наша задача сделать круг для донышка. И с помощью линейки, тем же приемом, что мы уже использовали, по-моему, сегодня неоднократно. Так, вот видите, там открытые листы, а здесь у нас сгиб, центральный угол. Откладываю по 26 сантиметров и строю окружность с радиусом 26 сантиметров. Точно так же по точкам. Точки соединила, получилась у нас дуга, и вырезаю. Наш круг готов. Донышко я буду собирать из лоскуточков, которые остались, методом клеевая сторона вверх, методом Crazy Rosa. Для этого в центре многоугольник. Ну вот вначале хотела так сделать, но потом что-то прикинула, что получается очень как-то скучно. Скучно моя роза. Решила добавить еще вот такие вот в этой же цветовой гамме кусочки, остаточки от какого-то проекта. По цвету они великолепно подходят, и ткань это тоже плотная. Фиксирую центральный элемент. Но немножко подробнее расскажу про Crazy Розу. Прокладываем строчку и фиксируем сверху. Вот на примере проложила строчку. И для того, чтобы нам это не утюжить, я фиксирую сверху отделочной строчкой эту деталь. Она слишком длинная. Я ее подрежу, оставив сантиметра 3 в видимой зоне. Теперь следующую примеряю деталь. Важно, чтобы деталь перекрывала от края до края нижние элементы. И опять двумя строчками я ее фиксирую. Вот. Две детали положила, и будем двигаться дальше в одну сторону, по часовой или против часовой, как вам удобно. Примеряю следующую деталь, вижу, что края перекрыты у нижних деталей, прокладываю строчку и сверху еще одну строчку. Но она слишком тоже длинная, обрезаю, оставив сантиметра 3. Эта деталь маленькая, она не перекрывает края нижних деталей, поэтому беру другую деталь, примеряю. Все хорошо подходит, прокладываю строчку и сверху отделочную. Опять также я немножко укорачиваю. И как видите, я не замкнула в круг. Я всегда так делаю при построении Crazy Rose, для того, чтобы было какое-то такое спиралевидное, движение в розе, какая-то динамика была. И второй ряд я делаю вот из лоскуточков темного цвета, одноцветный. Опять-таки я не замыкаю в круг и начинаю цвет вот этот набивной использовать. Ну и так, двигаясь постепенно по кругу, моя задача перекрыть весь флизелин тканью, прям выступив за края, чтобы ткань выступала. Вот, видите, флизелин внутри, ткань уже поверх выступает за флизелин. Все, Crazy Роза наша готова. Теперь осталось ее отутюжить и подрезать. Я отутюжила, флизелин хорошо зафиксировался, приклеился, но мне нужен будет диаметр размером 51 сантиметр. Поэтому я проверяю. Ткань 52 сантиметра, у нас первоначально была флизелин. Он немножко, конечно, уработался. Проверила и вырезаю круг диаметром 51 сантиметр. Вот он у нас получился. Все хорошо. Так, откладываем пока его в сторону и займемся боковиной к этому кругу. Для этого наши 16 деталей нужно стачать в одно единое изделие боковое. Складываем лицом к лицу, прокладываем строчку вертикально. Вот я строчку проложила,
Но опять-таки для того, чтобы эту строчку сделать более плоской, я слегка немножко приглаживаю рукой и отделочными строчками фиксирую этот шов. Шов получается плоский, как видите. И опять мы минуем утюга, необходимость в утюге. Итак, я стачиваю дальше все свои 16 элементов. Но так как они достаточно большие, я сделала 2 детали по 8 элементов. Сейчас я их соединю в одно изделие. Складываю лицом к лицу опять-таки. Опять по боковому шву, поэтому собираю эти 2 детали в одну. Вот такая деталь большая у нас получилась. Сейчас я буду ее фиксировать к донышку. Так, донышко наше. Складываю лицом к лицу и по малому диаметру начинаю прикалывать. Закалываю часто прямо, потому что здесь все в повороте, в кривой, чтобы все хорошо лежало. Вот видите, сколько булавок у меня ушло. Так, и вот стык. Стык, проверяю, сошелся чудесно, то есть все расчеты верны. Мелом отмечаю расстояние, где я не буду шить пока. Булавочки отсюда убираю. Это расстояние нам понадобится для того, чтобы потом замкнуть боковую деталь. Шьем от метки до метки по кругу. Шьется здесь достаточно просто, несмотря на то, что столько булавок. Просто потихонечку убираю булавки и продвигаюсь дальше. Ширина шва 1 сантиметр. Так, вот мы все сшили. Донышко соединили с боковой деталью. Подошли теперь к этим отметочкам. Вот теперь можно соединить этот боковой шов строчкой и отделочной, потом строчкой сверху. Вот я его соединила. И теперь здесь проколоть это расстояние и зашить. И получается, нижняя деталь нашей лежанки готова. Вот так она у нас будет стоять на полу. Стеночки поднимутся наверх. Для внутренней детали я буду использовать остатки мужских рубашек. Вот у меня 2 таких получилось. Из одной не получилось. Получилось по 8 штук разных расцветок. Ну, по-моему, они более-менее подходят друг другу по цвету. Я их собираю через одну, точно так же в круг. Сшила такую большую деталь. И теперь займусь донышком. Донышко будем нашивать прямо на флизелин, на клеевую сторону кверху. То, что мы вначале строили. Вот такие обрезки у меня остались. Одной расцветки, второй расцветки. Из них я тоже буду собирать Crazy Rose, потому что все-таки в Crazy Rose используются вот эти как раз мелкие обрезки, что мне очень нравится. Для начала я сортирую обычно по длине все свои обрезки, утюжу их. Таким образом готовлю их для того, чтобы шить Crazy Rose. Так, все лоскуточки я рассортировала от одной второй рубашки. Я решила все-таки ввести красный цвет, так как на одной вот рубашечке у меня такой цвет встречается. И я думаю, что он здесь будет уместен и немножко сделает поярче наше изделие. Основание опять-таки 5 или 6-гранник, не квадрат, квадрат скучно получается. Ну и дальше все, как мы делали в предыдущем варианте. Собираем розу. Вот я собрала розу. Опять-таки задача выйти за пределы вот этого намеченного круга донышка. Проверяю, везде я вышла за пределы этого круга тканью. Сейчас можно по нему проложить строчку, для того, чтобы задать контуры донышка. И то, что выступает за эту строчку, откладываем примерно 1 сантиметр на шов. Остальное нужно срезать. Оно нам будет только мешать. Так, вот донышко готово. Боковина у нас тоже уже готова. Складываем лицом к лицу к донышку по диаметру меньшему, по радиусу поменьшему. И точно так же, как и в первой детали, все хорошо прокалываю. Прям часто-часто прокалываю, совмещая срезы верхней и нижней деталей. Так по кругу. Все проколола. Опять море булавок. И проверяю стык, как у меня тут все сошлось. Сошлось все хорошо. Значит, расчеты верные. Еще раз убеждаюсь. И теперь точно так же я оставлю расстояние, которое я не буду зашивать, для того, чтобы была возможность подступиться и сделать боковой вот этот шов. Отмечаю себе маркером, где я не буду шить.
А отсюда в круг все вот это прошиваю. Вот прямо отметки, от отметки и до отметки. Шов опять-таки 1 сантиметр. У меня везде здесь швы 1 сантиметр. Вот так я прокладываю, отмечаю, где у меня будет идти строчка. И теперь можно сшить вот эту боковые детали, сшить между собой. Сшила, так же как в первом варианте, прикладываю это все равномерно к донышку, распределяю, закалываю и фиксирую строчкой. Все то же самое. Так, донышко у нас готово. Стенки тоже готовы. Сейчас задача соединить флизелин с боковыми стенками. Для этого нужно все аккуратно разложить. Все-таки рубашечная ткань, она такая не очень плотная. Флизелин здесь ее укрепит. И я надеюсь, что изделие прослужит долго. Хорошо все разглаживаю рукой, закалываю. И теперь можно все это хорошо погладить. Все, флизелин хорошо зафиксировался. Теперь можно собирать уже изделие. Две детали, основа и верхняя, у нас готовы. Вот здесь мне не понравилось, как торчит вот этот шов. Я решила его строчкой все-таки прибить как бы к основе. Вот, и все, у нас теперь донышко плоское абсолютно, можно работать с ним дальше. Накрываем второй деталью, совмещаю круги, наш внутренний круг, и совмещаю вот эти вот сегменты, швы у сегментов. И прокалываю вдоль шва, который вот по кругу у нас идет. Все хорошо прокалываю, круговую. Проколола и оставила здесь вот фрагмент, оставлю фрагмент, вот так буду шить по кругу, прям строчку буду класть в шов. И вот это расстояние здесь оставлю, не буду шить, для того, чтобы у меня прошла туда рука, чтобы набить центральную часть подушки. Вот видите, отверстие такое оставила, для того, чтобы набить подушку. Так, тавтология. Подушку я буду набивать из старой подушки, центральную часть нашей лежанки буду набивать тем, что у меня было содержимое старой подушки, которая нам уже не служит. Я ее постирала и вот так, растеребив ее, вкладываю внутрь. Также у меня в качестве набивки я использую текстильные всякие обрезки. Рекомендую, получается утилизация вообще абсолютно стопроцентная. Теперь вот все хорошо разровняла, то есть донышко получилось ровное, объемное. И теперь можно вот это отверстие зашить. Донышко все абсолютно у нас готово полностью. Сейчас я проложу строчки по сегментам, прям по швам. В каждый шов проложу строчку. Ну вот детально покажу. Все это тоже несложно. Все детали выкроены были по одним лекалам, поэтому все хорошо совпадает. И везде швы 1 сантиметр. Поэтому тут возможность ошибки вообще минимальна. Вот каждый сегмент я прошила, и получилось, что образовались такие кармашки, которые я буду набивать. Набивать можно опять-таки синтепоном, можно набивать из содержимого старой подушки по кругу. Но я вниз кладу также текстильные всякие обрезки. Мне кажется, они так придают вес и такую устойчивость еще большую вот этим стоящим кармашкам. А сверху уже содержимое старых подушек использую или синтепон. Оставляю примерно сантиметра 2 сверху, для того, чтобы потом можно было прошить. И фиксирую зажимом. Вот такая чаша получилась уже. Осталось обработать только верх. Для того, чтобы обработать верх, для начала я взяла прочную толстую нитку. И вот так вот простым швом вперед иголочкой присобириваю край. И смотрю, как мне плотно собрать, чтобы такая приемлемая для меня была форма чаши. Вот еще раз расправляю все. Но мне кажется, что такой объем для чаши будет удобный. Так, Сима уже осваивает. Похоже, ей нравится. А мне бы еще край обработать, Симуль. Для обработки края я буду использовать полоску ткани прямую, не косую, с шириной 6 сантиметров. И для того, чтобы 2 раза не подлазить на швейной машинке, сначала я обработаю края. Отгибаю 1 сантиметр
прокладываю строчку, и с другой стороны точно так же отгибаю 1 сантиметр, прокладываю строчку. И вот такая ленточка у меня получилась уже с обработанными краями. Теперь возвращаемся к нашей подушке. И эту ленточку, этой ленточкой окутываю как бы край, чтобы и с той, и с другой стороны количество ткани было по ширине одинаковое. И зажимаю зажимами или булавками закалываю. Ну, что есть под рукой, чем удобно работать вам. Тоже использую много зажимов, много булавок, потому что здесь сборка. Такое все объемное, неравномерное. Чтобы все это хорошо ровно было, лучше побольше. Побольше у меня много зажимов ушло. Так, вот я подошла к стыку. Вот видите, здесь начало работы было. Отрезаю примерно от стыка 2-3 сантиметра отступив. Так, подбираюсь еще поближе зажимом. Просто подгибаю и закрываю открытый срез нижней полоски. Вот просто и также равномерно с обеих сторон. Теперь это можно все будет зафиксировать одной строчкой в круговую. И лежанка наша готова. Спасибо, что посмотрели это видео. Приглашаю вас на наши новые проекты. Надеюсь на вашу поддержку в качестве комментария, лайка. И жду на новых проектах. Спасибо.